Огромный привет, с вами Оксана, и в этом видео мы вместе с вами свяжем вот такие вот классные следики с красивой пяточкой. Смотрите, какая у меня красивая пяточка получилась. Снова мною придуманный мастер-класс. Я решила связать пятку. Здесь немножко убавки идут. Мастер-класс очень легкий, понятный, как всегда для начинающих, вяжется очень легко и просто эти следочки. Вы научитесь вязать айкордом. Смотрите, вот здесь так красивая такая вот обвязочка айкордом, тоже очень просто вяжется. Мысочек не сшивной, ничего в них не сшивается в этих следочках. Они связаны где-то на размер 37-38, но если продлить стопу, можно и больше размер вязать, а начало можно для всех размеров одинаковое. Если шире нога, например, эти убавки не делать, либо здесь больше петель добавить, в общем, можно спокойно связать и любой другой размер. Вот такие вот следки с узорчиком у меня получились. Так, из чего я их вязала? Я довязала вот эту пряжу Alize Angora Gold, в 2 ниточки вязала. 100 грамма на 550 метров, цвет 2807. Она просто для красоты, 80% акрил и 20% шерсть. Одна ниточка вот этой пряжи, а вторая нитка это вот такая у меня, это Alize Artisan ручного крошения. Это носочная пряжа, 100 грамм, 420 метров, просто ручному покрашена. Так, это вторая пряжа. И вязала 2 нитки. Спицы у меня вот такие вот чулочные. Можно вязать на 5 чулочных спицах. И также спицы у меня вот такие вот на леске. Так как я люблю Magic Loop вязать, то я взяла и на леске спицы 3 миллиметра. Так, все вроде бы рассказала. Вязать в 2 нити. Вяжется легко, просто, я считаю, справится даже начинающая вязальщица. Ну все. Давайте вязать. Так, начинаю вязать с пяточки. Берем вот хвостик, ну, где-то примерно такой, на 2 пальчика. Берем спицы, делаем первую петлю и набираем 14 петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Набрала 14 петель. Далее распределяем петли. Вытягиваем одну спицу, разворачиваем и начинаем вязать. Так, распределяем. Кромочная снимаем. Далее идет 1 изнаночная, а дальше идет резинка. 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых и 2 изнаночных, кромочная и изнаночная. Провязали первый ряд, второй ряд вяжем по узору. Первую петлю снимаем, далее идет лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, лицевая и изнаночная. И разворачиваемся и вяжем в обратную сторону все по узору. Первую петлю снимаем, изнаночная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых
и 2 изнаночных. Так, смотрите, мы провязали, получается, 3 подготовительных ряда. Вот это у нас лицевая сторона. Там, где вот здесь по краям идет 1 лицевая, это лицевая сторона. Теперь мы будем добавлять резинку. Смотрите, здесь идут 2 изнаночные, значит, сначала добавляем 2 лицевых. Так вот, так выглядит, видите, вот они, эти прибавки. И вот идет 1 лицевая. Так, как это делать? Первую петлю снимаем, лицевая. Смотрите, здесь идет протяжка. Поднимаем вот так протяжку на себя и за заднюю стенку провязываем лицевой скрещенной. Вот так. Так, сейчас. Вот так легко подхватывать. Прибавили. Далее вяжем по узору 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. Поднимаем протяжку теперь вот таким вот образом и от себя лицевую скрещенную провязываем, еще 1 лицевую и кромочная, изнаночная. Все, провязали прибавку, это изнаночный ряд, и вяжем по узору. Снимаем петлю. Далее идет 2 изнаночных. Так. 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных и кромочная тоже идет изнаночной. Провязали, развернулись и снова делаем прибавление, как я уже и показывала. Так, снимаем петлю, лицевая, всегда делаем прибавление после вот этой лицевой. Поднимаем петлю и вот так вот за заднюю стенку провязываем лицевой скрещенной. Провязали. Лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, лицевая. Как я и сказала, прибавку всегда вот делаем после вот этой лицевой. Поднимаем и за переднюю стенку провязываем лицевой скрещенной. Лицевая и изнаночная. Провязываем в обратную сторону по узору. Первую петлю снимаем. Далее у нас идут 3 теперь изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. Здесь у нас идут 4 изнаночные. Провязали. Смотрите, вот здесь у нас уже идет резинка, 2 лицевые, 2 изнаночных, и вот 2 лицевых добавили, лицевая. Теперь вот здесь мы будем добавлять 2 изнаночные петли. Так, первую петлю снимаем, это кромочная. Дальше вяжем лицевая, поднимаем протяжку, перекидываем нить и провязываем вот за переднюю стенку, вот, подтягиваем вот, изнаночной. Провязали. Далее идет резинка, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных,
2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. И смотрите, вот лицевая, и надо добавить петлю. Поднимаем протяжку и за переднюю стенку провязываем изнаночной скрещенной. Вот, подхватываем ниточку, петельку. Так, здесь туго, неудобно, и провязываем ее изнаночной скрещенной. Тут лицевая идет дальше и изнаночная кромочная. Разворачиваем вязание и вяжем по узору. Вы знаете, что там добавили изнаночную, значит там она с изнанки лицевая. Первую снимаем, 1 изнаночная, здесь прибавленная петля, она идет лицевой. Далее идет резинка, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, лицевая, которую мы добавили, и 2 изнаночных. И снова прибавляем, смотрите, чтобы была резинка, 2 лицевых, изнаночные, и снова изнаночную петлю добавляем. Первую петлю снимаем, лицевая, снова поднимаем, перекидываем нить, вяжем изнаночную, скрещенную. Следующая снова у нас идет изнаночная, резинка, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, вот 1 изнаночная, и добавляем петлю, вытягиваем ее хорошо, чтобы можно было подхватить, перекидываем ниточку, вот здесь ее, извините, что пальцем прикрываю, но я просто придерживаю, изнаночная, лицевая, изнаночная. Все это лицевой ряд. В изнаночном ряду, смотрите, у нас идет кромочная, изнаночная и идет резинка. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и кромочная и крайняя изнаночная. Смотрите, вот так мы повторяем, делаем прибавки. Вот дальше самостоятельно прибавляете, вот как я вам показала, пока вот здесь не станет 30 петель. Так, и дальше провязывайте самостоятельно до 30 петель. Смотрите, я прибавила, сейчас у меня вот здесь на спицах 30 петель, далее вяжу вот так 6 рядов по узору просто, чтобы всего получилось 25 рядов. Это у меня лицевая сторона, видите, вот здесь 30 петель, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 петель. Все. Дальше провязываю просто 6 рядов по узору. Первую петлю снимаю. Следующая петля идет лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых,
2 изнаночных. Ну, я думаю, здесь понятно, да? Здесь вот лицевая сторона, вяжем по узору. 2 изнаночные здесь идут, лицевая и кромочная изнаночная. Это вот первый ряд. Второй ряд возвращаемся, также по узору просто провязываем. И всего 6 рядов. Значит, сейчас мы довяжем вместе и еще 4 ряда. Вы без меня самостоятельно свяжете. Да? Думаю, тут понятно. Всего 25 рядов. Сейчас довяжу. Давайте я сейчас довяжу и встретим. Смотрите, я провязала. Вот здесь у меня 25 рядов. И сейчас скажу, сколько это сантиметров. Вот, если вот так померить, то где-то около 8 сантиметров. Вот. Далее, смотрите, будем вязать пятку подкову. У меня здесь 30 петель, разделила на 5, 2 части по краям, 1 часть посередине, значит 12, 6, 12. И все, и вяжем дальше пятку подкову. Так, как мы провязываем? Первую петлю снимаем. Здесь мы вяжем с этой стороны по узору. Изнаночные, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. После маркера вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель провязала. Вот эту петлю вот так переснимаю, одеваю обратно. Далее, смотрите, вот разворачиваем петельку и провязываем 2 петли вместе. Подтягиваем и следующую петлю тоже провязываю лицевой. Подтягиваем. Так, разворачиваем вязание. Первую петлю снимаю, вяжу в обратную сторону изнаночными петлями. Не дохожу до маркера 1 петлю. Вот она, 1 петля. Убираю маркер. Если вот 2 петля развернута, я ее вот так разворачиваю, и эту одеваю и провязываю 2 петли вместе изнаночных. Провязала, подтянула и следующую петлю провязываю изнаночной. Разворачиваемся, вяжем в обратную сторону. Первую петлю снимаю и вяжу лицевыми петлями. И там увижу большое расстояние между петель. И смотрите, вот вяжем лицевым, видите, большое вот расстояние между петель, значит их надо 2 вместе провязываю вот эти 2 петли вместе, подтягиваю и следующую петлю лицевой, разворачиваю вязание, снимаю петлю, вяжу в обратную сторону изнаночными петлями. Я здесь петли не считаю, потому что очень хорошо видно, где надо провязать 2 петли вместе. Провязываю изнаночных, вот большое расстояние, значит вот эти 2 петли надо вот так провязать 2 вместе изнаночных, подтягиваем и следующую петлю провязываю тоже изнаночной, подтягиваю, разворачиваю вязание и повторяем эти действия, пока вот здесь не закончатся все петли. Вот снимаем, вяжем лицевыми, доходим, где у нас большое вот расстояние между петель, и провязываем их 2 вместе. Если вот эта сторона развернута, лучше вот так перевернуть ее. Провязываем 2 вместе, подтянули, следующую лицевую связали, подтянули, разворачиваемся, первую снимаем и вяжем в обратную сторону изнаночными. Здесь вот большое расстояние, снова провязываем. Вот видите, петля развернута, разворачиваю ее, провязываю 2 вместе
изнаночные и следующую изнаночную. Все. Так, дальше вяжите самостоятельно. Вот вырисовывается пяточка, пока вот здесь и здесь не закончится петля. Смотрите, вот пяточка готова. Я провязала. Вот так. Теперь вот здесь и вот здесь надо набрать петли. Смотрите, вот так разворачиваемся. Это у нас внутренняя изнаночная сторона. Вот она, лицевая. Вот здесь по краю набираем петли. Как будем набирать? Вот здесь идет вот косичка. Из нее будем набирать. Только заходить будем не отсюда, а снаружи. Вот таким вот образом вот набираем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, так, 11, здесь 12 и последняя петелька вот тут у меня 13, вот она. Так, 13, все. 13 петель набрала, переворачиваю вязание. Здесь можно перейти на спицы на лески, я обычно перехожу, либо взять 3 спицы, можно на петли вязать. Так, вяжем вот 1 и лицевыми в обратную сторону. Первую снимаем, 2, вот, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот 13 петель, которые мы набрали. Здесь у нас 18 петель после того, как мы убавили. Поэтому что я делаю? Провязываю 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, это у меня середина стопы. Здесь можно поставить маркер. Если вы вяжете на 3 спицах, просто начать вязать в следующей спице. Я же просто вот так вот вытяну ее. Вот, все. Вытянула и вяжу дальше. Вот здесь 9 петель. Сначала провязываю. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот это тоже теперь лицевая. 9. 9 лицевых провязала. И теперь вот с этой стороны надо набрать тоже 13 петель. Так, смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, набираем 13 петель. Вот. И с косички снова. Только смотрите, мы здесь уже с лица заходим. Вот 1. Смотрим. 2. 3. Ничего лишнего, чтобы не зацепить. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 и вот тут 13. Ну, я вот здесь хочу поднять, чтобы расстояния не было. Если получится. А ладно, там будем рекорд вязать. 13 сейчас. Ну, где ты тут 13? А вот, не туда входила. Вот, 13. Все. Набрали петли. Далее мы вяжем поворотными рядами 12 рядов. Но так, смотрите, мы вот тут первый ряд провязали, поэтому будем так считать. Один ряд провязан, вот этот у нас получается уже второй ряд. Вяжем в обратную сторону сейчас вот изнаночными петлями. Первую снимаем и вяжу все петли изнаночные.
И так мы должны провязать 12 рядов. Я думаю, здесь понятненько, да? И потом будем делать убавку на стопе. Так, вот так изнаночными вяжем. Ну, я думаю, тут понятно, да? Как мы вяжем поворотными рядами. Ну, давайте рядочек провяжу вместе с вами. Так, вот изнаночная. Так, я здесь спицу одну вытягиваю, вот эту проталкиваю. Если вы вяжете на 3 спицах, вяжите на 3, ничего страшного. Если так, как я, то вот здесь надо хорошенечко подтянуть, чтобы не было дырочки. И вот так вяжем. Это у нас 2-й ряд. Так, провязали. Все, теперь смотрите, вяжете еще вот так же 10 рядов. Вот, еще вот так туда-сюда вяжите 10 рядов. Вот, смотрите, вот, до вот этого момента. Потом немножко сократим вот это вот расстояние немножко. Ой, где в кадр не попало, вот. Вот, видите, потом вот эта убавочка будет вот здесь у меня 10 рядов. Итак, провязываем. Так, смотрите, все, я провязала. Вот что получилось. Теперь дальше, смотрите, у нас вот здесь 44 петли. По 22 петли на каждой спице. На каждой спице мне надо сократить по 3 петли, чтобы было 38 петель. Как я это буду делать? Сейчас я вам покажу. Так, убавки будем делать не здесь, а вот здесь, на подошве, как я уже показывала. Первую петлю снимаем и не довязываем 3 петли. Вот это середина у нас получается подошвы. Так что вяжем лицевыми. Я не считала петли, просто отметила там, как я сказала, маркерами или чем-нибудь. Так, вяжем. Так, чуть-чуть осталось. Вот 3 петли осталось. И смотрите, надо здесь сделать убавку. Мы правую стенку петли разворачиваем, чтобы она была перед работой. Ну, это все зависит еще от того, как вы изнаночные провязываете. Вот. И за переднюю стенку провязываем 2 петли вместе, подтягиваем с наклоном вправо. Дальше 1 лицевая. Провязали, разворачиваемся, вернее не разворачиваемся, а переходим на 2-ю спицу. Здесь что мы делаем? Мы провязываем 1 лицевая. И вот правая стенка за работой, мы провязываем 2 петли вместе, вот так за заднюю стенку с наклоном влево, чтобы было 2 вместе. Все. И довязываем этот ряд до конца. Вот мы сделали одно убавление, и надо нам сделать еще 2 таких убавления. Вот в лицевом ряду только. В изнаночном ряду просто провязываем изнаночными петлями. Вот довязываю до конца. Изнаночная. Разворачиваюсь. И вяжу в обратную сторону изнаночными петлями. Когда вы сделаете 3-е убавление, то в эту сторону уже не вяжите, потому что мы будем переходить на круговое вязание. Итак, сейчас самостоятельно довязываете, сделайте еще 2 убавки и в обратную сторону не вяжите. Смотрите, вот я провязала, сделала убавки, теперь здесь у меня 19 петель и здесь все. Далее распределяем петли. Смотрите, вот она ниточка, и будем вязать уже по кругу. Так, что делаем дальше?
Вот тут серединка, я отсчитываю 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, пока я вот здесь поставлю маркер. Подошва будет из 24 петель. Я распределяю, вы тоже можете вот эти спицы распределить. Также берем и здесь 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ставим маркер. Так, поставили. Вытягиваем спицы. Все. И теперь вот в этих местах, где маркер, я выталкиваю спицу. Вот так, раз. И вот здесь тоже. Так, 2. Все. Я распределила. Смотрите, вот здесь у меня сейчас вот 24 петли, и сверху на то, чтобы 24 было. Здесь, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 14. И вот тут добавляем 10 петель. Так, сейчас вот так сдвигаем. Все. И набираем 10 петель. Вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель добавила. Так, что-то вам неплохо ли видно? Вот 10 петель добавила. И начинаю вязать по кругу. Все. Вот эти все петельки вяжем по кругу лицевыми петлями. Теперь провязываем. Так, провязала. Я буду вязать Magic Loop. Вы распределяете на чулочные спицы, если хотите. Это у нас вот подошва. Здесь у нас 24 петли. Так, провязываем их полностью. Я довязываю петли подошвы. Маркер больше мне не нужен, убираю. И теперь все лицевые петли провязываю вот этот верх носочка, следочка, 24 петли. Просто берем вот так, здесь 7 петель провязываем, здесь обычные лицевые. Провязала, и вот здесь вяжем просто вот так же за переднюю стенку, просто вот 10 этих петель. Все, 10-я петля, довязала, и теперь довязываю вот эти 7 петель. Так, все, один лицевой ряд провязан. А в следующем ряду будем уже распределять петли для верха носочка. Можете вязать лицевыми петлями, но я покажу, как распределила я. Так, провязываем петли, 24 петли подошвы. Так, довязываем. Вот так мы провязали. Вот что у нас сейчас на данный момент. И так, опа, опа. И теперь вот я вязала вот здесь вот такие перехлесты, а здесь просто вот лицевая дорожка. Только вот этих 3 перехлесты. Я их делаю, чтобы легче считать было. Здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 перехлестов получается, 1 ряд и 1 лицевой ряд. И потом убавка на мысочек получилась. Будем делать. Мысок, кстати, не шивной. Так, что делаем дальше? Распределяем петли для вот этого. Так, распределяем, чтобы вам было лучше видно. Первая петля идет у нас лицевая,
а потом идет резинка. 2 изнаночных, 2 лицевых, 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 2 изнаночных и 1 лицевая. Все, распределили петли. Теперь вяжем по узору еще 2 ряда. И потом покажу, как делать перехлесты. Провязывайте самостоятельно по кругу 2 ряда. Смотрите, я связала 3 ряда. И теперь вот этих лицевых мы не делаем перехлест, а только вот в 3 дорожках. Но если хотите, можете во всех сделать. И давайте покажу. Хотя кто со мной давно, то, наверное, уже знают эти перехлесты. Я их вяжу сейчас постоянно. Так, лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И вот эти 2 лицевые надо просто поменять местами. С обратной стороны снимаю, здесь скидываю петлю, спереди ловлю, одеваю и провязываю 2 лицевые. 1 и 2. Все. 2 изнаночные. И повторяем. Снимаем вот эту петлю перед работой, ловим, одеваем и провязываем 2 лицевые. 2 изнаночные. И снова повторяем. Снимаем, ловим, одеваем, 2 лицевые провязываем. И все. 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, лицевая. Все. Такие переплетения я делала через 3 ряда. Повторяем. Вот 3 ряда вяжем по узору. Вот такое переплетение. Меняем местами. 3 ряда вяжем, меняем. И как я уже и сказала, давайте вот поближе вот так покажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6 перехлестов. Если надо длиннее носочек, вяжите дальше. Я сделала 6 перехлестов. 1 ряд по узору, 1 ряд лицевыми петлями, а потом уже убавление на мысочек. Все, довязывайте самостоятельно до начала мыска. И будем делать вот такое вот убавление на мысочек. Вот. Без сшивания иглы. Осталось совсем чуть-чуть. Я довязала нужную мне длину стопы. Вот давайте сейчас я вам скажу, сколько это в сантиметрах. Так. Ну вот где-то 18, наверное, сантиметров. Я делала размер 37-38. И мысок у меня 5 сантиметров. 18 плюс 5 будет 23-24 сантиметра, значит стопа 20 где-то. Если вам надо длиннее, вяжите длиннее. И теперь делаем убавление на мысочке. Все как всегда стандартно. Так, подниму, чтобы хорошо видно было. Да, кстати, я провязала, вот смотрите, перехлест. 1 ряд по узору и 1 ряд, смотрите, полностью лицевыми вот петлями, видите? И делаем убавки. 1 лицевая. И вот здесь вот так разворачиваем и провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Провязала. Далее вяжу лицевыми петлями и не довязываю 3 петли.
начало ряда у меня вот вверх носка у слитка получается. Так. Раз, вот так вот, все. Вот 3 петли, да, вот правая стенка перед работой, поэтому просто я беру вот так и провязываю 2 петли вместе с наклоном вправо. Провязала и 1 лицевая. Здесь мы повторяем все то же самое. 1 лицевая, разворачиваем петли, провязываем 2 петли вместе с наклоном влево, вяжем лицевыми петлями и не довязываем 3 петли. Так, вот, смотрите, довязала. Правая стенка петли перед работой, поэтому просто вот так беру и провязываю 2 петли вместе. Провязала, подтянула и лицевая. Все. Следующий ряд я вяжу без убавок. Просто все петли лицевые. Берем и все петельки вяжем лицевыми. Так мы делаем убавление через 1 ряд, пока у нас на каждой спице не останется по 12 петель. Я думаю, вы это самостоятельно провяжете, да? 1 ряд делаем убавление, 1 ряд не делаете убавления. 1 ряд делаете, 1 ряд не делаете убавления. Пока не будет 12 петель на спицах. Вот. Провязала, разворачиваюсь. Здесь тоже все петли лицевые. И вот так вяжем, пока не останется 12 петель. Я довязала. Сейчас у меня на одной спице 12 петель, и на второй спице тоже 12 петель. Вот такой вот мысочек получился. И теперь можно сшить иглой, либо я не хочу сшивать, и поэтому сейчас вот на этой спице я провяжу все петли по 2 вместе, и у меня останется 6 петель. Вот 2 петли вместе, 2 петли вместе. Смотрите, вот у меня правая стенка перед работой, я просто вот так провязываю каждую и подтягиваю. Вот 2 петли вместе и подтянула. 2 петли вместе, подтягиваем. 2 петли вместе, подтянула. Все, с этой стороны я провязала. Теперь с этой стороны точно так же делаю. Провязываю по 2 петли вместе. Вот беру вот так. 2 вместе. Носочки у меня, следочки плотно связаны. Вот 2 вместе. Так, и получится у меня теперь в общем 12 петель. Так, по 6 петель на каждой спице. Так, вот смотрите, закрыла, да? Ой, по 2 вместе провязала. Здесь 6 петель и здесь 6 петель. Теперь ряд вяжу просто лицевыми петлями. Вот, здесь 6 лицевых провязываю. Хорошенечко подтягиваем. 2, 3, 4, 5, 6. Переворачиваю вязание, и вот эти тоже 6 петель тоже провязываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петелечек провязали. Теперь вот эти 6 петель снова провязываем по 2 петли вместе, и всего останется 6 петель. Так, по 3 на каждой спице. Так, туго провязано. Так, 2 петли вместе. Здесь тоже 2 петли вместе, и здесь 2 петли вместе. Все, вот смотрите, 3 петельки осталось. И с этой стороны точно так же делаем.
провязываем 2 петли вместе, 2 петли вместе и 2 петли вместе. Все, закрыли. Теперь берем, отрезаем ниточку с запасом, берем иголочку, надеваем ниточку и смотрите, снимаем вот эти петли. Так, как вяжем, так и снимаем. Смотрите, от себя. Вот раз, два, три. 3 петли сняли. Вот здесь подтянули, вытягиваем. Теперь вытаскиваем вот так спицу. И вот эти 3 петли снимаем. Раз, два, 3. И смотрите, вот эту петлю вот так нитку подтягиваем, чтобы вот это затянулось. Подтягиваем и вытягиваем. Вот здесь еще раз проходим в эти 3 петли. Раз, два, 3. И здесь тоже раз, два, 3. И хорошенечко это все дело затягиваем. Все, затянули, сильно не тяните, чтобы нитка не порвалась у вас. Теперь вот такой вот мысочек получился. Вот, можно вот так еще подтянуть. Выводим на обратную сторону иголочку. Здесь надо нам ее зафиксировать. Просто вот узелочек сделать. Так, берем и делаем узелок, чтобы при носке у вас, я обычно несколько раз делаю. Ну и где-нибудь здесь прячем ниточку, где вам нравится, как нравится, где нравится. Все, убрали ниточку и вот отрезали. Так, и смотрим, что получилось. Вот такой вот мысочек. Вот так верхняя часть следочка выглядит, нижняя часть. И теперь нам останется только обвязать айкордом. Вот так. Вот такой вот айкорд. Вот. Как я это буду вязать? Так, эти спицы убираем, они нам не нужны. Берем снова вот эти спицы. Так, маркеры нам тоже не нужны. Так, набираем. Так, а сколько я там набирал? 3 петли, по-моему, айкорд. Нет, 4 петли. 4. Набираем вот раз, два, 3, 4. 4 петли набрала. Берем носочек. Ой, следочек. Вот тут, смотрите, у нас идут 2 изнаночные центральные. Так, из второй изнаночной, видно? Ну, вот здесь где-то вот 2 изнаночные. Вот берем и вытягиваем ниточку. Вот, вытянули, да? Теперь у нас вот раз, два, 3, 4, 5 петелек. Подтягиваем. Вот так проталкиваем, смотрите. И начинаем вязать. Смотрите, вот эти петли, которые у нас на спице. Провязываем. Раз, два, 3. А вот эти 2 петельки мы провязываем 2 вместе, которые мы достали и на спице. Но смотрите, не вот так захватываем, а нитку вот таким образом захватываем, чтобы потом петлю нам не переворачивать. Подтянули. Так, эту нитку на обратную сторону. Ладно, уберу вот так. Снова следующее. Смотрите, идут 2 лицевые, да?
вот они петли, поднимаем вот так лицевую, вот подняли, протолкнули спицу и снова начинаем вязать, смотрите, лицевыми. Вот, раз, два, три. А вот эти две петли провязываем вместе. Вот так заходим. И захватываем нитку не вот так, а вот из-под низа. И вытягиваем. Все, провязали. Снова вытаскиваем. Вот видите, раз, лицевая. И следующая лицевой. Следующую петельку. Вытянули. Протолкнули спицу. И снова вяжем. Раз, два, три. И четвертую не так, а вот так захватываем ниточку и подтянули. Так, тут 2 изнаночные. Находим, вот она. Вытянули, протолкнули и вяжем. Раз, два. Так, не захватила вторую ниточку. 2, 3 и четвертую не забываем наоборот подхватывать. Так, следующая. Так, это что у нас изнаночная была? Вот следующая изнаночная. Так, протолкнули. Здесь по тому, когда у нас есть, например, петли, да, вот эти, мы провязываем в каждую петлю. А затем, сейчас мы перейдем, так, 2 изнаночные, вот тут лицевая у нас шла. А потом мы будем в одну вязать 2 раза, в следующую петлю 1 раз, чтоб не стянулось. Так, и вот эти 2 вместе, вот так. Смотрите, вот теперь мы переходим на вот эти боковые, да. Здесь первую петлю вот захватываем, вот видите, у нас идет косичка, захватываем вот так. Ниточку, видите, я подтягиваю хорошенько, вот. И провязываем, вот. Раз, два, три, и вот здесь я провязываю так снизу. Все. Смотрите, сюда мы 1 раз провязали. В следующую петлю будем 2 раза входить. Смотрите, вот мы в нее вошли, да, вытянули петлю. Так вот, вытянули, да, петлю, подтянули, раз, провязываем эти петли, вот раз, два, три, ну и вот эту, четвертую, да. И смотрите, мы отсюда уже вязали и снова вяжем сюда же, отсюда же вытягиваем новую петлю. Это чтоб не стягивал айкорд, а то вы ногу не засунете потом просто в носок. Ой, в носок. Так, все. В эту 2 раза мы провязали, теперь и следующие вытягиваем. И снова также вяжем. Вот раз, два, три, и вот здесь вместе. Все, и вот так вот здесь вот получается вот такой вот айкорд. И смотрите, вот здесь, когда будете вязать, вот, когда вот здесь поднимаете, то в одну петлю 1 раз поднимаете, другую 2, 1, 2, 1, 2. А вот здесь вы уже вот, как мы вот здесь делали, вот тут раз изнаночный, 2 изнаночных, 2 лицевых, вот, и в каждую петельку вы это делаете. А здесь снова продолжать в одну 1 раз, во вторую петлю 2 раза. Я надеюсь, здесь понятно, да? И вот это вот сейчас самостоятельно довязываете, и вот здесь встретимся. Смотрите, все, я сделала обвязку по кругу айкордом. Вот здесь вот, смотрите, закончила. Что я делаю дальше? Я вот эту петлю просто пропускаю через вот эти все петельки. Просто вот так беру, смотрите, раз, два,
3 петли снимаю. Можно сшить, девочки. Я не хочу сшивать и вам как бы не морочить голову. Я просто самое упрощенное. Все здесь без сшивания, без ничего. Просто вот так протянула, вытянула эту петлю. Так, отрезать. Вот так. И берем вот этот второй кончик. И просто я завязала. Все, больше ничего не делала. Хотите сшивать, сшивайте. Я вот так завязала. Ну, раза 3 можно завязать. Все. Берем иголочку и прячем эти нитки в айкорд. Так, вот все. Берем вот здесь. Здесь оно пустотелое такое идет, айкорд, и прячем. Так, и отрезаем. Отрезаем, вытягиваем. И еще вот здесь тоже у нас вот есть нитка начала. Ее тоже прячем в айкорд. Вот сюда. Тоже. Все. Ну все, следочки готовы. Смотрите, вот такие вот следочки получились. Вот такая вот пяточка, подошва, мысочек. Все очень красиво. Надеюсь, вам понравился мой мастер-класс. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.